Всем привет! Это наш новый влог и все та же я. В общем, целую неделю уже не выходил влог, или 2, наверное, недели, потому что как-то погода поменялась, стало резко холодно, стало все лень делать, снимать. Не то, что даже снимать, вообще выходить из дома стало лень, потому что очень похолодало, я уже в кофте хожу дома, потому что прям реально холодно. Единственное, что поменялось за это время, я наконец-то купила коврик для занятия спортом. Если помните, я в прошлом влоге рассказывала о том, что я никак не могу его найти, потому что я ходила в интернет-магазине, я смотрю, что там мне нравится, я прихожу, по факту этого нет, и либо это стоит в 2 раза дороже. Потом я хотела заказать на местном Вайлдберрисе, это такой был гемор, нужно было, в общем, я не захотела с этим связываться, но так я походила по магазинам и поняла, что кроме как на этом Меркадо Либре, местный Вайлдберрис, я не смогу нигде себе купить нормальный коврик. Я решила его заказать там, и вот, пожалуйста, он пришел, такой достаточно большой, и он вышел намного дешевле. Ну, смотрите, качество вроде нормальное. Он вышел намного дешевле, чем продается в магазинах. И еще я заказала себе вот такой вот ролл для прокатки мышц. Если вы знаете, это очень классная штука. У меня болит спина и шея, я прокатываю спину, и шею нельзя катать, можно так вот лежать на нем просто. Очень классная штука, если у вас болят мышцы после тренировки, вот это вот просто топ-вещь. В общем, расскажу про опыт, как я заказывала вот это вот все на этом сайте. Значит, как обычно, мы зарегистрировались, я выбрала товары, положила в корзину, почитала отзывы и перешла к оформлению. Так как у нас нет карточки, которой я могу оплатить онлайн эту покупку, мне пришлось идти своими ножками, пешочком в Pago Fácil, по-моему, называется это место, где можно оплатить наличкой. Мне пришел код из цифр, который я показала на кассе. С меня взяли денежки, оплатили и дали маленький чек. Я такая, окей, что дальше делать с этим чеком? Потом я зашла обратно в это приложение, ну даже не приложение, на сайт. Я зашла обратно на сайт, смотрю, там уже началось движение моего товара, то есть продавец получил деньги, и написано, что товар прибудет там с 12 до 9 вечера. То есть целый день тебе нужно сидеть дома, никуда не уходить, ждать эту посылку. Благо все пришло нормально, вовремя, никаких задержек с доставкой, ничего такого не было. Единственный минус, что нужно ходить пешком куда-то платить, и минус, что нужно сидеть дома и целый день ждать, когда потому что такой большой разброс времени с 12 до 9 вечера, сидеть ждать не очень удобно, особенно если вы работаете или какие-нибудь планы у вас есть. И еще один такой минус, это если, допустим, вы не успели оплатить товар, и вы оплатили чуть позже, через несколько дней, он может закончиться, и эти деньги просто зависнут где-то в воздухе, будут висеть, вы их не сможете обратно забрать, вы никак не сможете их вывести на свой счет, потому что мы же здесь в статусе туристов, и мы не можем никак этим распоряжаться, потому что у нас нет карточки, которую оплатить. Можно, конечно, оплатить, наверное, белорусской карточкой, которая у нас есть, но это будет намного дороже, потому что вот этот коврик стоил, когда я покупала 5000 песо, это примерно чуть меньше 1000 рублей, может быть 950 рублей, а вот эта вот штучка стоила 4000 песо, это тоже рублей 800, наверное, потому что у нас в России я покупала... простите. У нас в России перед отъездом я купила себе очень крутой коврик, он был прям намного толще, чем этот, очень классный, но так он у нас не поместился в багаж, я не смогла его взять с собой. Вот такие вот дела. Еще, кстати, у меня очень плохо стали сохнуть волосы из-за повышенной влажности, плохо очень сохнет одежда, она сохнет у нас в комнате, потому что на улице вообще ничего не высыхает. Вся одежда остается влажной, сушилки у нас дома для одежды нет, в смысле я имею в виду как машина. Приходится сушить все в комнате, все очень долго сохнет. Мне сегодня нужна была толстовка, чтобы вечером пойти, кстати, на тренировку, иду по растяжке со своим новым ковриком. Вот. И мне нужно, чтобы моя толстовка высохла к вечеру, мне пришлось включить обогреватель и над ним повесить толстовку, чтобы она просто успела высохнуть. В общем, вот такие вот бытовые проблемы вам рассказала. Сегодня иду на растяжку. Растяжку у нас ведет здесь рядом с моим домом, прям студия. Русская девочка преподает. И туда я иду еще с одной девочкой, с которой я здесь познакомилась. Мы уже, наверное, виделись раза 3-4, наверное. Мы даже ездили на совместный шопинг. Я вам потом расскажу и покажу распаковку небольшую, что мы купили. Вообще очень классно здесь знакомиться с людьми, потому что
вот мы с ней познакомились, мы вообще друг друга не знали, познакомились в Инстаграме, договорились пойти попить кофе, погулять, и в итоге мы виделись уже раза 4-3, наверное, и просто болтали без остановки часа 3-4, просто не умолкая ни на секунду. Представляете, болтать так с человеком, которого ты вообще абсолютно не знаешь и видишь первый раз. Такое, мне кажется, может быть только за границей, когда ты встречаешь человека со своей родины, и вам есть что здесь обсудить, там, обсудить магазин, в какие вы ходите, где лучше там купить вот эти продукты, или вот это, или какого переводчика там найти, нанять. В общем, это очень классный такой опыт. И вот так. Сегодня иду на тренировку. Там еще будут, наверное, русские девочки, так что я думаю, должно пройти все классно. Еще мы сейчас будем собираться и пойдем в магазин за пряжей. Если вы не знали, я занимаюсь вязанием, а здесь у нас уже последний месяц осени, и 21 июня начнется зима, и я хочу связать себе какие-нибудь носочки или свитерок какой-нибудь прикольный, поэтому я нашла улицу, где прям так в ряд идут магазины с пряжей, вот. И мы сегодня пойдем, и я вам оттуда что-нибудь поснимаю. Все, мы пошли собираться. Так, мы уже в магазине пряжи. Посмотрите, какая красивая. Я всегда в России хотела повязать из вот такой, но она очень дорогая там. Я ищу пряжу для носков, потому что хочу, я вам рассказывала, связать носочки. Здесь она очень красивая. Обалдеть. И очень много разных всяких цветов. Есть вот из хлопка, это вязать, наверное, сумки. Классно очень. Я вязала сумку, кстати, может быть, потом вам как-нибудь покажу. Здесь целая улица магазинов с пряжей. И так, вот цена. За 100 грамм 460 песо. Это примерно, это меньше 100 рублей даже. Но насчет, я не, это акрил. Это не шерсть, это акрил. Короче, здесь очень много вот таких вот магазинчиков. Мы сейчас ходим, пока смотрим. И записываю, в каких магазинах, что мне понравилось. И что-нибудь приду, куплю, покажу вам обязательно. Так, я уже в другом магазине, и посмотрите, какая здесь классная пряжа. Я не знаю, сколько вам интересно, но мне это интересно очень, потому что я этим увлекаюсь. И вот такие цвета, это просто потрясающе. Я думаю, из вот таких ниточек можно связать, наверное, носочки. И я надеюсь, что это шерсть, потому что выглядит как шерсть. Хочу что-то взять вот в таких вот оттенках. Это не нам? Ой, и вот такая мне еще очень нравится. Из вот такой бы я связала себе свитер или кардиган, что-нибудь такое. Очень круто. И здесь вот такая вот цветная, посмотрите. Блин, здесь такое освещение плохое, что качество получается плохим. А здесь, смотрите, вот такая пряжа уже с готовыми цветочками. То есть вы вяжете, и свитер или кардиган уже будет с вот такими вот декорациями. Ой, помпончики. Блин, я вот такого вот в России я, если честно, вообще не видела. Возможно, и вот это подойдет для носочков. Надо только узнать, что это за состав. Так, рассказываю историю. Я купила пряжу для того, чтобы вязать свои носочки. Мы обошли несколько магазинов, и я просто сейчас нахожусь под таким приятным впечатлением. Короче, везде, во всех магазинах, естественно, все разговаривают на испанском. Я пыталась им объяснить, что мне нужно, какая пряжа, для чего, сколько. Я переводила через переводчик это все. И я захожу в один другой магазин, и там, значит, девушка подходит ко мне. Я сначала спросила у мужчины, там, есть ли такая пряжа, там, шерсть, не шерсть, все такое, стала спрашивать его. Она, видимо, поняла, что мы русские, что я не говорю на испанском хорошо, подошла и стала разговаривать на чисто русском языке, ну, немножко с акцентом испанского, прикиньте. Я просто охренела, я давно уже не слышала здесь русскую речь где-то в магазинах, в кафе или еще где-то. А здесь просто подошел человек, стал разговаривать на русском, я даже растерялась. Я такая, мне отвечает на каком языке? На русском? Что? Я стала забывать вообще слова на русском, как мне с ней общаться, короче, ну, это было прикольно. В общем, я купила пряжу, она вышла намного дешевле, если бы я покупала ее в России. Здесь она продается не как у нас моточками, есть моточками, которая продается. Вообще не знаю, зачем это рассказываю, ну, слушайте. Короче, есть пряжа, которая продается в моточках, готова, а есть в таких свертках, она продается по весу. И вот я покупала на вес 150 грамм пряжи, вышло 2000 песо, 400 рублей, короче. Вот, поэтому я сижу, жду свой кофеек. Игорь там взял какую-то себе сахарную кому пить. Но так как мы сегодня идем на тренировку, и утром я успела потренироваться, поэтому никакого сахара, только... Ой, меня вообще правильно написали, пожалуйста. Вот, все, пьем кофеек, отдыхаем и идем дальше.
Короче, мы случайно зашли в Adidas, и посмотрите, какую крутую коллекцию сюда завезли. Офигенные просто футболки. Я не знаю, есть такие в России коллекции или нет. Вот такая олимпийка мне очень понравилась. И вот такая очень крутая толстовка. Ну, это же вообще обалдеж. Смотрите, цена 45 тысяч песо. Мне очень понравилось вот это. И еще там были, там люди стоят, я вам не могу показать. И вот здесь. О, боже, это все класс. А, вот, отошли, сейчас вам покажу. Вот такая розовая футболка. Блин, она такая крутая, я не могу прям. И вот это мне понравилось, потому что у меня тоже есть такие зеленые спортивные штаны. И вот такая вот толстовочка очень классно с ними сочеталась. А Игорю понравилась вот эта толстовка, она вот такая мягкая, как, не знаю, бархат или что. Это очень крутая, но тут, правда, нет цены. Но я думаю, 1060, наверное, песо она стоит. Так что вот такая классная у нас тут новая коллекция появилась. Я уже амбассадор просто Adidas становлюсь. И сейчас пойду, естественно, пить кофе в Starbucks. И вот такие вот еще какие-то. Олимпийчка. И вот такие шорты мне понравились. Я давно такие искала. Типа шелковых или я не знаю, что это. Короче, очень классно, и мне опять все надо. Так, мы пришли в следующий магазин. Магазин сумок. Здесь я очень хочу себе купить сумку какую-нибудь. Такие красивые, большие. Но с большой мне ходить некуда, поэтому меня привлекают вот такие размеры поменьше. Здесь очень крутая упаковка, большие розовые коробки. И вообще, посмотрите, какие крутые сумки. Мне кажется, это офигенно. Ой, какая красота. И здесь опять я в своем прекрасном, шикарном свитере. Ой, вот красивая очень сумочка. Такая мне нравится. И вот такая коричневая. Такая еще в черном цвете. Блин, очень классный магазин, конечно, тут. И он очень большой. Здесь делают очень красивые коробки. Когда вы покупаете, вам упаковывают в большую розовую коробку. Это очень круто выглядит. Но мне нужна какая-нибудь маленькая сумочка, потому что с большой здесь ходить мне не очень удобно. Так, мы сейчас гуляем здесь по улочкам. Такие вот улочки узенькие, с брусчаткой. Очень классно. Это в районе Палермо-Сохо. Здесь очень много классных магазинов и вот таких вот граффити. Вообще обожаю, что они здесь рисуют на стенах вообще на любую абсолютно тематику. Там, чего бы это ни касалось, политика или какие-то отношения или еще что-то. И никто это не стирает, никто это не закрашивает. Даже здесь есть магазины обуви или... Мы как-то видели магазин... Да, обуви. По-моему, Nike или что-то такое. И просто висит не плакат рядом с магазином, а магазин весь изрисован в этой тематике, в тематике кроссовок. Вот, например, вот такой магазин. Вот, видите? Ничего страшного, Игорь. Вот, он просто весь разрисован. Это рисунок. Рисуют кисточками, посмотрите. Это реальная краска. И мы видели какой-то... Вечером мы уже поздно шли, и я видела, как парень рисовал кисточками у магазина какую-то картину. Так классно. Так, это мы куда пришли? Это мы пришли обратно к парку. Вот Палермо парк. Нет, это площадь. Это площадь, где вот здесь вот ярмарки проходят. Я вам показывала. Видите, сегодня понедельник. Нет никаких ярмарок, ничего нет. Пусто. И людей практически здесь нет. Все кафешки, все свободно. Вот здесь тоже мы магазинчики показывала. Сейчас здесь никого нет. Заходили, посмотрели сумки, вот, которые я вам рассказывала, с классной коробкой, которую упаковывают. Что мне ничего не приглянулось, потому что большая сумка мне не нужна. Я здесь никуда не хожу с огромной сумкой. А маленькие какие-то, ну, не знаю, что-то не зацепили. В общем, погуляем еще здесь по району. Очень этот район мне нравится. Не хотелось бы отсюда переезжать, если честно. Потому что вот такая здесь классная атмосфера. Много магазинов, много кафешек, кофейни классные. Хотя мы ходим почти только в Starbucks. Магазины очень крутые. Здесь есть одежда, какие-то винтажные магазинчики. И просто, когда идешь, ты гуляешь, все магазины, они не похожи друг на друга. Смотрите. Ой, ну это ж классно. Это, кстати, не магазинчик, это кафе какое-то. Ну, короче, очень люблю этот район. Мне здесь безумно нравится просто хотя бы даже ничего не покупать, а ходить вот так гулять по улице. Так, всем привет, у нас новый день. И я была на педикюре, потом мы ходили, смотрели квартиру, мы уже начинаем искать новую, потому что срок аренды нашей квартиры заканчивается. И мы были в классной квартире, она двухуровневая, ну как будто бы двухэтажная.
Вот, но есть единственный минус, в ней нет стиральной машины, и нет стиральной машины вообще во всем здании. То есть нужно куда-то в прачечную носить вещи, что не очень удобно, и там могут испортить вещи. В общем, нам это не очень подходит, не очень нравится. Еще на этой неделе мы должны посмотреть 4 квартиры, вот. Надеюсь, нам что-нибудь понравится. Еще мы пришли в классное место, мне показала его знакомая девочка, с которой я здесь познакомилась, мы здесь с ней были, и сейчас вам покажу. Вот, это 2-й этаж такой веранды. Здесь продают мороженое и самую вкусную здесь малину в шоколаде. Так, вот такой вот дворик классный. Здесь вот столики, мы были в выходной, здесь было очень много народу. И вот там вот можно взять мороженое, а здесь вот продают конфетки и шоколад. Короче, классное очень место. Вот сейчас тут посидим, погуляем и пойдем домой. Я же обещала показать обзор вещей, которые я купила. Я так и ничего не показала и не сняла, потому что опять погода на меня плохо влияет, ничего не хочется делать, и в доме у нас ужасно холодно, потому что прошли дожди, и уже на улице ночью было плюс 5-6 градусов, в квартире намного холоднее стало. В общем, лень все делать, лень чем-то заниматься, что снимать. Вот сегодня выбрались погулять. И, кстати, мы на днях еще гуляли здесь тоже по этому району. Уже было темно, горели огоньки всякие, такой уже осенний прям воздух. Я поймала новогоднее настроение в мае. Вот так. Ну, короче, осень уже прям по-настоящему чувствуется, я уже прям в курсе. У меня что не видео, то сводка каких-то новостей получается. Ну, что поделать. Вот так. В общем, сейчас тут пьем кофеек, сейчас вам покажу. Как тут дают вот такие вот стаканчики, и каждому напитку еще дают по шоколадке. В общем, короче, очень классное место. Если вы из Аргентины смотрите, то я вам советую. Называется место Рапа-Нуи. Вот, поэтому можете сюда прийти. Здесь очень круто, очень красиво и очень вкусно. Короче, мы решили еще купить мороженое. Вот здесь вот цены на мороженое. Мы решили взять килограмм. И еще здесь продаются вот такие вот конфетки с разными вкусами, с орешками. Вот так. И можно выбрать поштучно, либо вот в такой коробочке себе купить домой. Вот. Сейчас еще покажу другие конфетки. Вот, есть вот такие в коробках. Классно тоже подарить какие-нибудь. Вот цена, кстати. Так, здесь это орешки в шоколаде. И вот такие еще красивые в пакетиках. Можно это все упаковать. И вот еще тут. Здесь плитки с шоколадом. Сейчас мы купим ведерко для мороженого, и я вам покажу, как его можно тут выбрать. Так, теперь мы купили ведерко, и мы пришли в другой отдел. Здесь можно выбрать мороженое. Выглядит это все вот так. И вот в такое ведерко нам собирают. Здесь будет килограмм мороженого и 4 разных вкуса. Вот так это все выглядит. Очень прикольно. Я до этого здесь брала в маленьком размере мороженое, и оно было офигенно вкусное, поэтому в этот раз я решила, что надо брать точно килограмм. Вот. Все, вот он мой килограмм мороженого. Мой, говорю, потому что Игорь болеет, естественно. Вот. Ой, а как выйти? А здесь нельзя выйти. Пойдем обратно. Короче, мы пошли не в ту дверь. Короче, Игорь болеет, поэтому это мороженое будет мое. Сейчас приду и просто объемся каким-то килограммом очень вкусного мороженого. Сейчас еще вас через чуть-чуть проведу, здесь покажу, как тут. Так, вот там дворик, который я вам показывала. Здесь можно просто сидеть за столиками. Так, никого снимать не буду. Вот, и вот так мы выходим из кафе. Ну, не кафе, а не знаю даже, как это назвать. Кофейня или не кофейня. Идешь? Все, и теперь мы пойдем домой, довольные, лопать мороженое, лечить твое горло. Так, мы уже дома, пока не село солнце, пока дома светло. Сниму вам сейчас распаковку одежды, которую я покупала. Покупала всю одежду в районе, который называется Flores. Там просто магазины с одеждой расположены вот так вот друг за дружкой, и ты просто заходишь в магазин, покупаешь вещи. Казалось бы, очень просто, но в каждом магазине есть свои правила. Либо нужно купить от какой-то суммы одежду, либо от количества штук одежды можно купить. Поэтому я ездила с девочкой, которая здесь познакомилась. Мы ездили вместе, покупали одежду вместе в одних и тех же магазинах, чтобы это вышло намного удобнее. Например, если нужно купить 4 вещи, то 2 брала она, 2 брала я. Естественно, если нам в этом магазине все нравилось. Так, начнем. Первый лот.
Это вот такая обычная, все вещи будут серого цвета, предупреждалась. Обычная серая футболка, которую я взяла, буду носить ее и я, Игорь. Здесь вот есть рисунок, но его чуть плохо на камере видно. И буду называть цены. Где-то у меня был чек сейчас. Вот чек. Футболка стоила 2300 песо. Буду писать, сколько это стоило в рублях, если я не забуду посчитать. Так, идем дальше. Вот такая вот кофточка, в которой я была в начале видео. Она слегка такая укороченная, как, не знаю, тянется, приятненькая на ощупь. На всех, кстати, вещах нет этикеток, где они сделаны. Есть на некоторых вещах этикетки вот такие с бирками, просто что это за магазин, как его название, и все. Эта кофточка стоила 3500 песо. Идем дальше. Вот такой вот топ. Тоже коротенький, серенький топик. Это я брала, ну, такие вещи подешевле, чтобы просто собрать нужное количество вещей, которые можно купить в магазине. Это вот такой обычный топ, стоил на 1650 песо. Очень приятный на ощупь, и качество, кстати, очень даже приятное. Не как на Алиэкспрессе или на Шейне вещи покупаю. И еще в этом же магазине я брала вот такие брюки карго. Блин, почему-то плохо видно. Короче, брюки с затяжками на ножке. Здесь внизу. Кстати, ни одни вещи в магазинах мерить нельзя. Почему? Не знаю, просто ни джинсы, ничего померить не можете, но вот эти джинсы, брюки мне подошли хотя бы по длине и в талии сидят нормально, потому что они на резинке. А обычно покупать джинсы, самые простые, я бы побоялась, потому что мне очень тяжело выбрать джинсы, чтобы они нормально на мне сели. Это обычные серые брючки, очень приятные. И последняя моя неудачная покупка, это вот такой спортивный комбинезон на замочке, и здесь вот так вот шортики. Ой, он даже чуть-чуть светоотражающий и с такой вот этикеточкой. Короче, я давно мечтала о таком комбинезоне, вот его увидела, решила взять, но так как померить нельзя, мне не подошел, мне слегка маловато, это порщится на спине. Короче, я просто не знаю, что с ним делать, как его носить. Можно было просто отрезать, как носить, как шорты, но короче, стоил он на рубли, примерно 600 рублей, поэтому не так уж и обидно. Вот, и это все покупки с магазина, которые я там сделала. Сейчас еще покажу вам прикольные штучки, которые я купила. Это вот такие пахучки для дома. Вот такая маленькая у меня была для текстиля, и просто в комнате брызгает с ароматом пиона и фрези, она уже закончилась. И я купила новую, это с ароматом помела и еще какой-то. Очень классная штука, очень приятно пахнет. Можно брызгать на постельное белье, я брызгаю иногда просто шкаф на одежду, чтобы такой запах был нормальный. В общем, короче, классненькая штучка, мне нравится, постоянно брызгаю в комнате, да. Вот и все. Вот такой у нас коротенький обзор получился. Вот, ну, короче, в этих магазинах, на самом деле, мне очень понравилась одежда, именно конкретно в этом, в котором я все покупала. Вот брюки, футболки, топ. И, наверное, в следующем сезоне, я думаю, тоже туда съездить, что-нибудь посмотреть, потому что, думаю, там будут классные какие-то штучки для лета, одежда, вот. В общем, вот такие у нас распаковка покупочек. Так, я уже тут пробую килограмм мороженого, вот так вот это выглядит. И вот так вот здесь 4 разных вкуса. Главное, что не вывалить это все. Мороженое очень классно, очень вкусно, это все классно, но я хотела вам рассказать, что хочу немножечко поменять формат влогов. Хочется добавить какой-то атмосферы, немножко эстетики города, возможно, отдельными кусочками снимать и вставлять под музыку, чтобы передать, так сказать, всю атмосферу, которая здесь. Особенно сейчас осенью, очень красиво, эти желтые листья, хотя они почти уже закончились. В общем, хочется немножко вставлять такие кадры просто там из такси или просто где я снимаю видео, потому что очень много фотографий классных, атмосферных я выставляю в Инстаграм на свою страничку. Также хочется что-нибудь поснимать красивое и хочется поставлять это кусочками во влоге. Еще думаю над тем, чтобы сделать просто влоги одного дня, начиная там с утра, вставлять какие-то кадры готовки, как мы готовим, ходим за продуктами. Просто, знаете, мне нравятся такие влоги смотреть, когда ты поставил, включил, там, занимаешься своими делами, и оно как бы на фоне так расслабляет тебя, и ты просто слушаешь что-нибудь. Вот, добавлять, возможно, какую-то музыку под эти видео, не знаю, короче, в общем, что-нибудь такого хочется сделать. Вот, поэтому
что хотела сказать? Хотела сказать, что жду вашего мнения. Можете написать в комментарии, как на такое смотрите. Вообще интересно будет такое смотреть или нет, потому что мне нравится смотреть такие видео. Я залипаю на ютубе на такое. Вот, и хочу у себя попробовать тоже такое поснимать. Вот, если вам нравится, интересно, вы, пожалуйста, напишите. Вот, буду ждать ваши сообщения, комментарии, вот. И, значит, я продолжаю есть свое мороженое и собираться на тренировку. И вам спасибо, что вы посмотрели этот ролик. Снимала я, правда, этот влог очень долго, примерно, наверное, 1,5 недели. Очень как-то тяжело все шло. Но спасибо, что вы посмотрели. Спасибо за ваши комментарии, подписки и лайки. Также можете подписаться на мой инстаграм, смотреть там мои атмосферные фотографии, которые я выкладываю. Очень часто делаю прям фотопрогулки. Мы идем гуляем, я выкладываю фотографии города, отмечаю очень классные вкусные кафешки, места, поэтому можете подписаться и посмотреть. Опять же, если вам это актуально и вам это нужно. Поэтому спасибо вам большое за просмотр и до новых встреч!